Повиновение приказам. Основа нашего желания жить. Вера в систему. Та самая, что заставляет нас верить в смысл, в нечто большее. В то, что освобождает нас от ошибок и от угрызнений совести. В то, что подталкивает нас к слепому повиновению, двигаясь во тьме на ощупь. Нет или есть промысел Божий? До той поры, пока сатана не отметит нас и не освободит. Вы добровольно вызвались участвовать в опыте во славу партии. В камеру, где вы находитесь, будет пущен стимулирующий газ. Газ должен снять усталость и сонливость и облегчить изучение человеческого поведения в условиях бессонницы. Если все пройдет без неприятностей, через месяц вы будете на свободе и сможете гордиться тем, что послужили интересам партии. Камера останется закрытой в течение всего эксперимента. С этого момента мы прекращаем всякий контакт с камерой. Помните, всего месяц, и вы свободны. Отборный материал. Василий Курда. Что он тут делает? Кто слишком много доносит, тот сам становится жертвой доноса. Я думаю. Впрочем, какая разница? «13 ноября. 4-й день эксперимента. 2 часа 26 минут. Подопытные, видимо, чувствуют себя нормально, хотя недостаток сна заметен на их лицах. Разговоры становятся более личными. Отмечается некоторая напряженность в отношениях между подопытными. Испанец сделал это. Арестовали меня через неделю после возвращения из Мексики. Какая ирония. История пишется, и мы торопимся выплесить перо. О, сожаление. А я считал, что мелкие пешки не могут критически мыслить. Анархист проклятый! Враг народа! Я смотрю, что твои доносы не помешали тебе оказаться здесь. Вы вечно прячетесь за портрет вашего героя. Люди вроде тебя не случайная жертва, а предназначенные к истреблению. А эти покачения, бомбы, убийства, террористического вича. Прости, товарищ, посмотри, куда тебя засунула твоя любимая партия. Да заткнитесь вы! Один из них, похоже, впал в состояние кататонии. Следующий отчет через 6 часов. Ну, как там в Москве? Какие новости? Немцы оккупировали Крым, и 50 дивизий движутся на Москву. Если не Красная Армия, тумаразы Эр остановят, есть кое-что новое насчет подопытных. Пока вас не было, Эр поведение начала становится беспокойным. О, этот чем-то знаком. Менгеле? Медицинское светило Рейха. Да,
Пороже он добился больших успехов в области пересадки органов. Невероятно. Правда? Какой прогресс для науки. Хотя многие называют его методы неэтичными, а некоторые его просто монстром. Монстром? В военное время нет монстров. Есть только исследователи. Война позволяет нам не зацикливаться на этичности. Кто заплачет об этих врагах народа? Уж не те ли, на кого они доносили? Посмотрите на этого. В его деле сказано «истинный патриот». Выдал столько врагов, что сам их не упомнит. Настоящий герой, пока на него не донесли в свою очередь. Думаете, его волнует судьба арестованных? Нет. На самом деле народ будет рад нашим успехам. Даже если он смотрит в другую сторону. В конце концов, чудовищность зависит от точки зрения. Вы, конечно, правы, что этот человек мне интересен. Мы не такие уже разные. Я пойду отдохнуть, товарищ. Оставляю вам отчет. И послушайте запись номер 103. Это за последнюю ночь. Там есть кое-что интересное. Сменю вас через 6 часов. Да, в самом деле, мы не такие уж разные. Кататония первого участника странным образом распространена на всех. Эксперимент раскрывается с новой интересной стороны, хотя и отдаленной от его главной цели. Он враг, маленький, ручки прибиты, он не годен найдет. Это надо арестовать. Я? Брателю, ты газали. Я просто que ça va te gauche you. Черт. Что происходит, Николай? Если они будут продолжать молчать, придется открыть дверь. У нас приказ не открывать камеру до конца эксперимента. К черту приказ! Что-то пошло не так. Может быть, они уже мертвы. Не будем же мы ждать, пока они протухнут.
Мы это уже обсуждали. Судья потребил кислорода. Они живы. Знаете ли вы, что будет с тем, кто нарушит приказ? Я не буду больше покрывать вас. Я не смогу. День 18. 7 часов 35 минут. Вопреки рекомендациям товарища Петрова, я беру на себя ответственность открыть дверь. Молчание длится слишком долго. И хотя запасы пищи достаточны и потребление кислорода стабильно, ничто не указывает на то, что подопытные еще живы. В 8 часов я дам команду открыть дверь. Если там окажутся живые, их переведут для наблюдения в медицинское отделение. Конец отчета. Следующий отчет через час. Готовы! Можете действовать! Атмосфера очистилась. Мы открываем дверь! Всем лечь на пол и соблюдать спокойствие! В противном случае мы прибегнем к силе! Давайте! Что происходит? Где мы? Что мы сделали? Что с вами? Что вы наделали? Николай, я не думаю, что Москве проявят мороз. Вы знали, как важен для партии тот опыт? А ведь я старался разубедить вас. Я передам отчет Крем. Больше я не могу ничего для вас сделать, товарищ. Арестуйте товарища Николая. Уведите его! Быстро! Я возвращаюсь туда, откуда пришел, в полном одиночестве. Оно сопровождается чувством величия. Я ненавижу людей. Они видятся мне грязными, уродливыми, грубыми, мелочными. Мое одиночество больше не пугает меня. Это олимпийское спокойствие. С некоторым удовлетворением я констатирую, что я не лучше этих чудовищ, которые меня окружают.